Они продолжают, даже когда все рушится. Что-то здесь не так. Они особенные. Никто не ожидал, чтобы они так продолжали. Сегодня начинается симпозиум, и я наблюдаю за молодой расой, которую галактика недооценила. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Вопрос, который сломал галактический протокол, возник неожиданно. Симпозиум цивилизаций всегда начинался одинаково, холодно, точно, предсказуемо. В зале из прозрачного живого кристалла, парящего над орбитой нейтральной звезды, собрались представители десятков миров. Они здесь не обсуждали войны и не заключали союзы, их цель была измерять пределы биологические, психологические и цивилизационные. Принцесса Синей династии Верилан заняла центральное место, предназначенное для высших наблюдателей. Ее народ существовал более миллиона стандартных лет, переживая коллапсы звездных систем, исчезновение целых видов и смену галактик, не оставив следов в хрониках. Верилан была рождена для анализа, а не эмоций. Кожа цвета глубокой лазури, идеальная симметрия черт, взгляд, лишенный всего лишнего. Люди упоминались в повестке как второстепенный объект исследования. Молодая раса, ограниченная одной планетой с минимальной историей межзвездных контактов. Их изучали скорее по привычке, чем по интересу. Первые отчеты шли по шаблону: метаболизм, продолжительность жизни, уязвимости. Люди казались слабыми, смертными, болезненными, подверженными конфликтам. Ничего выдающегося. Но затем прозвучал вопрос, который не входил в утвержденный протокол. Он касался не технологий, не войн, не ресурсов, а чистоты человеческого спаривания и способности к продолжению рода даже в условиях катастроф, потерь и стресса. Верилан ожидала сухой отчет, статистику. У всех цивилизаций был предел: один раз в десятилетие, у кого-то раз в столетие. Репродукция требовала огромных затрат энергии и строго регулировалась. Но данные людей не вписывались ни в одну модель. Алгоритмы выдали противоречивые результаты. Частота не снижалась во время войн, не исчезала при голоде, не останавливалась после массовых смертей. Более того, показатели часто возрастали в кризисные периоды. Верилан нахмурилась. Дополнительная информация указывала на эмоциональные связи, импульсивность, стремление к физической близости как механизм психологической стабилизации. Это было невозможно. Научно, абсурдно, с точки зрения выживания, иррационально. И все же люди продолжали существовать и развиваться. Принцесса почувствовала странное давление в груди, реакцию, которая у ее вида считалась рудиментарной. Это было не страх, не возбуждение, а что-то другое. Она начала углубляться в данные, не уведомляя совет. История человечества раскрывалась слоями: разрушенные города, восстановленные поколениями, циклы боли и возрождения. Люди не ждали идеальных условий. Они не останавливали жизнь из-за риска. Их действия показывали, что само продолжение важнее безопасности. Это тревожило Верилан. Галактика привыкла думать, что выживает сильнейший, умнейший или технологически продвинутый вид. Люди выживали иначе, не избегая уязвимости, а используя ее как двигатель. Впервые за столетия принцесса осознала, что перед ней не просто молодая раса, а биологическая аномалия. Простая, почти грубая постановка вопроса стала трещиной в идеально выстроенной картине Вселенной. Верилан знала, что наблюдение закончилось, люди перестают быть объектом изучения, а они становятся фактором, который изменит саму логику галактического существования. После окончания симпозиума зал опустел, но для Верилан обсуждение только начиналось. Протокол предписывал передать материалы аналитическим кастам и закрыть тему. Но принцесса нарушила порядок. Она осталась одна среди мерцающего света кристалла и открыла доступ к глубинным архивам, тем, к которым обращались только при экзистенциальной угрозе. Человечество больше не казалось второстепенным объектом.
Оно стало узлом несоответствий. Первый слой данных казался простым: короткая продолжительность жизни, хрупкие тела, высокая смертность. Согласно канонам галактической биологии, такой вид должен был исчезнуть еще до выхода за пределы атмосферы. Но этого не произошло. Напротив, люди демонстрировали рост неравномерный, хаотичный, катастрофический, но неумолимый. Верилан запустила сравнительный анализ. Она сопоставляла людей с десятками видов, которые находились на аналогичном уровне развития. Почти все вымерли или застыли в стагнации, испугавшись собственных пределов. Люди же, сталкиваясь с границей, не отступали. Они ломали ее ценой боли. Второй слой данных показал психику и эмоциональные реакции. Для большинства цивилизаций эмоции считались источником нестабильности. У людей все было иначе, эмоции не разрушали их, а сплачивали. Любовь, утрата, страх – все это укрепляло. Особенно выделялся один параметр – стремление к близости не как редкий ритуал, а как постоянная необходимость. Физическая и эмоциональная связь тратила ресурсы, где другие виды экономили. Именно это позволило людям восстанавливаться быстрее любых моделей. Верилан ощутила холодное раздражение, галактическая наука не терпела исключений. Все должно было укладываться в формулы. Она перепроверила источники, методы, основы расчетов и пришла к выводу: ошибка не в данных, а в самой системе координат. Люди не соответствовали принципу оптимизации. Их поведение казалось расточительным, нелогичным, опасным, но именно эта избыточность делала их устойчивыми. Когда один путь рушился, они находили другой. Потери не останавливали их, а ускоряли рост. Поколения, рожденные среди руин, дети, появлявшиеся там, где шансы на выживание были минимальны, для Верилан это выглядело как безумие, для людей – как естественное продолжение. Она заметила закономерность: чем больше давления, тем сильнее их связь друг с другом. Кризисы не разобщали, они сжимали. Потери не останавливали, они ускоряли. Даже смерть не имела окончательного значения, потому что за ней следовало продолжение. Это противоречило древнему галактическому правилу: любой вид, слишком привязанный к воспроизводству и эмоциям, должен уничтожить себя. Люди же существовали иначе. Их реакции на стресс удивляют меня больше, чем я ожидала. Верилан все глубже погружалась в изучение человеческих архивов, теперь уже не как наблюдатель, а как существо, готовое ощутить их логику на себе. Она заметила, что человеческая уязвимость не скрывалась, она демонстрировалась, принималась и становилась механизмом выживания. Их слабости превращались в силу. Для ее народа подобное считалось деградацией. Долгая жизнь позволяла планировать все заранее, исключать риски, управлять импульсами. Но люди жили мало и начинали заново снова и снова. Это постоянное возрождение вызывало внутренний разлом в сознании принцессы, и ее культура строилась на контроле, точности и предсказуемости, а тут возникал хаос, который был устойчив. Она углубилась в психологические модели: любовь, привязанность, стремление к близости после утрат, эмоциональные переживания после катастроф – все это не разрушало их, а укрепляло. Люди воспринимали повторение не как ошибку или слабость, а как естественный способ продолжения. Верилан пыталась наложить эти наблюдения на собственную физиологию. Система сигнализировала о риске перегрузки, потере контроля, несовместимости. Она игнорировала предупреждения. Впервые за миллионы лет принцесса позволила себе не удерживать полное равновесие. Она позволила эмоциям проникнуть в разум. Человеческие данные перестали быть набором цифр. Они стали процессом, живым, динамичным, самоподдерживающимся. Люди изменяли пространство вокруг себя через простое присутствие. Там, где другие виды изолировались, люди создавали плотность. Там, где цивилизации угасали, они компенсировали потери. С каждым новым отчетом, с каждой новой статистикой, Верилан чувствовала, что человечество уже не объект. Оно стало узлом напряжения, медленным, тихим, но способным изменить структуру галактического общества.
Ее народ привык думать, что сила измеряется властью, ресурсами или технологией. Люди доказывали обратное. Выживание измеряется способностью к повторению, к связи, к адаптации. Она наблюдала за их социальными структурами. Семьи становились ядром колоний, совместные станции объединяли разные виды, но именно человеческое присутствие влияло на стабильность и устойчивость общества. Они не стремились к доминированию, не навязывали правила. Они просто оставались. Их существование меняло динамику окружающих цивилизаций. Совет ее народа был обеспокоен, хотя публично этого не признавал. Первые тревожные отчеты об утрате контроля и ускоренном росте человеческих колоний начали появляться в закрытых симуляциях. Они моделировали тысячи лет вперед, пытаясь предсказать последствия. Но чем больше моделей, тем более тревожным становился прогноз. Люди не подчинялись ни законам контроля, ни правилам оптимизации. Верилан поняла главный парадокс. Чем больше давления на людей, тем сильнее они сплачиваются и восстанавливаются. Потери и катастрофы не разрушали их, а ускоряли рост и взаимосвязь. Для ее народа это было невообразимо. Цивилизации с долговечными видами привыкли к строгости, редкости и контролю. Они боялись того, что люди делали естественно. Первый раз за долгое время принцесса не просто наблюдала, а ощущала процесс. Она видела, как человеческая психика и тело превращали хаос в стабильность, как привязанность к друг другу создает основу для выживания. Эмоции, считавшиеся слабостью, становились механизмом роста. Она обратила внимание на культуру, созданную людьми, ритуалы, обычаи, социальные нормы, все строилось вокруг повторения и связи. Даже в хаосе они находили структуру. Каждый кризис усиливал их связь и сплоченность. Их слабость становилась силой, их ограниченность – преимуществом. Верилан начала видеть общую картину. Галактическая модель, основанная на контроле и оптимизации, не подходила для таких существ. Люди ломали систему не силой или технологией, а самим фактом существования, способностью возрождаться. Их повторяемость, привязанность и готовность к риску создавали новый тип устойчивости. Впервые принцесса позволила себе сомнение, может ли ее народ с тысячелетним опытом контроля понять эту новую форму силы. Галактика привыкла, что устойчивость измеряется редкостью, строгим управлением и ограничением контактов. Люди демонстрировали, что сила может быть распределенной, естественной, нецентрализованной. Она наблюдала их через архивы истории, разрушенные города, восстановленные поколениями, погибшие цивилизации, замененные новыми, поколения, рождавшиеся там, где шансы на жизнь были минимальны. Каждый раз они начинали заново, не ждали разрешений, не искали гарантии. Для них существование было цикличным, повторяющимся и непрерывным. Верилан ощущала, как меняется ее восприятие, люди перестали быть объектом исследования. Они стали зеркалом, в котором отражались пробелы ее собственной цивилизации. Их способность к повторению бросала вызов всей галактической системе. Ее долгие годы наблюдений, анализов и отчетов казались теперь ограниченными и узкими. Она заметила еще один эффект: чем сложнее и опаснее условия, тем сильнее становились связи между людьми. Потери не разобщали, а объединяли. Даже смерть не останавливал процесс, за ней всегда следовало продолжение. Для галактических цивилизаций это было парадоксом. Любой вид, слишком привязанный к эмоциям и воспроизводству, должен был самоуничтожиться. Люди опровергали этот закон. Чем глубже она погружалась в данные, тем яснее становилось: галактика боится не их силы или технологий. Она боится способности людей начинать заново без разрешения, без контроля, без ограничения. Верилан ощущала тревогу, которую трудно описать. Это был страх перед будущим, которое не подчинялось старым правилам. Заключение ее наблюдений было очевидным, хотя она еще не могла озвучить его совету. Человечество не подчиняется ограничениям и не знает, что такое остановка. Их способность к повторению, к связи и к восстановлению делает их несовместимыми со старой логикой власти. Именно это понимание стало началом ее внутренней трансформации. Верилан больше не могла рассматривать людей дистанционно.
Они требовали близости не физической, а концептуальной, проникновения в их цикл жизни и повторения. Для того, чтобы понять их природу, она должна была приблизиться. И это осознание было самым опасным из всех, что посещали ее за миллионы лет, не угроза извне, а угроза понимания нового типа силы. Эта раса не знает, когда остановиться. Их сила в Велде в бесконечном продолжении. Верилан начал осознавать всю глубину влияния человечества на галактический баланс. Люди не обладали мощными оружиями, не контролировали ресурсы, не строили империи. Их сила была в способности оставаться, создавать связи, строить общество вокруг воспроизводства и эмоциональной связи. Каждое их действие было естественным, но его эффект распространялся далеко за пределы одной планеты. Она проследила их миграции и колонизации, совместные станции с другими расами, смешанные экипажи, где человеческая семья становилась центром стабильности. Даже если их численность была меньше, чем у других видов, их присутствие укрепляло общую структуру. Там, где другие цивилизации держались обособленно, люди создавали плотность, создавали социальные сети, которые не разрушались катастрофами. Совет галактической цивилизации начал реагировать на эти изменения. Сначала возникли сомнения, затем осторожность и, наконец, скрытый страх, маскируемый под аналитические расчеты. Появились экстренные симуляции, прогнозы на тысячи лет вперед. Но все модели показали одно – человечество не подчиняется старым правилам. Оно не захватывает территорию силой, оно укрепляет пространство через присутствие, через взаимодействие, через способность жить рядом, не растворяясь и не требуя растворения других. Эта особенность была не централизацией власти или технологическим превосходством. Люди создавали ткань, которая пронизывала галактическую структуру, как нервная система пронизывает тело. Их влияние было не сверху, не через директивы, а естественным и непрерывным. Это было одновременно неуловимо и разрушительно для старых моделей контроля. Верилан осознала, что страх галактики был понятен. Виды, привыкшие к редкости, строгости и ограничению, внезапно столкнулись с существами, способными начинать заново, создавать связи и развиваться независимо от центра управления. Давление, которое должно было сломать людей, лишь ускоряло их рост и укрепляло взаимосвязи. Она изучала человеческие реакции на кризисы, потери, разрушения, катастрофы. Там, где другие виды прятались или замедляли развитие, люди использовали хаос как стимул. Их эмоциональные и физические связи усиливались, а социальные структуры стабилизировались. Их слабости превращались в преимущества, их уязвимость – в двигатель выживания. Верилан фиксировала феномен, который ее народ никогда не видел. Чем больше давления, тем больше устойчивость. Потери не ослабляли людей, они заставляли их искать новые пути, формировать новые связи, возрождаться сильнее. Для бессмертного вида, привыкшего контролировать каждый импульс, это было непостижимо. Она начала видеть последовательность. Каждая катастрофа в человеческой истории, каждый кризис был катализатором. Потерянные поколения сменялись новыми, разрушенные города восстанавливались руками тех же, кто их потерял. Люди не ждали идеальных условий. Их повторение, стремление к близости и выживанию не зависело от стабильности или ресурсов. Они встроили это в хаос, превращая нестабильность в питательную среду для роста. Принцесса Верилан чувствовала внутреннее смятение, и ее взгляд на мир менялся. Человечество больше не было объектом наблюдения, оно стало зеркалом для ее собственного народа. Их устойчивость не строилась на контроле или долгой жизни, а на готовности повторять, восстанавливаться и создавать связи. Внутри нее возникало понимание, которое нельзя было озвучить в отчетах: сила может быть распределенной, хаотичной, эмоциональной и все равно невероятно мощной. Она изучала архетипы человеческих обществ, семьи, союзы, культуры. Все строилось на повторяемости, на взаимодействии, на эмоциональной и физической близости. Даже в условиях нестабильности они находили способы укреплять связи. Их общество не разрушалось катастрофами, а становилось плотнее. Эмоции, считавшиеся слабостью, превращались в механизм выживания. Совет продолжал анализировать данные, пытаясь предсказать последствия.
Многие считали, что можно ограничить контакт, изолировать людей, уменьшить их влияние. Но модели показывали одно: любое ограничение ускоряет их адаптацию и рост. Люди не исчезают от запретов. Они становятся сильнее. Верилан почувствовала личную трансформацию. Впервые она больше не пыталась удерживать собственное равновесие. Ее долгие годы дисциплины и контроля больше не могли ограничивать ее восприятие. Она позволила себе понимать людей через призму их циклов повторения, через их способность использовать хаос как силу. Она провела параллели между биологией людей и ее собственной расой. У ее народа тело и эмоции были инструментами, подчиненными расчетам и планам. Импульсы, близость, повторение – все это было строго регулируемо. У людей же тело и эмоции не были ограничением, они были механизмом выживания. Люди жили мало, но начинали бесконечно. Это ломало каноны ее народа, ставило под вопрос вековые принципы контроля и стабильности. Верилан продолжала анализировать данные и заметила закономерность: чем больше стресс или кризис, тем сильнее связи и социальная структура. Потери не останавливают их, они ускоряют восстановление. Любовь, утрата, страх и привязанность – все это работает на рост и устойчивость. И самое удивительное – это не было централизованным управлением. Никакой лидер, никакая директива не контролировала процесс. Люди действовали естественно, а результатом было укрепление общества и расширение присутствия. Их рост был непредсказуемым, но закономерным. Принцесса осознала, что это представляет угрозу для старых моделей власти. Виды, построившие свое превосходство на контроле и редкости, были уязвимы перед такой формой силы. Люди демонстрировали новый тип устойчивости, эмоциональный, повторяющийся, непрерывный. Страх перед ними усиливал эффект: чем больше опасались, тем быстрее они адаптировались и объединялись. Верилан начала видеть, что галактика вступает в новую эпоху. Эпоху, где выживание определяется не контролем, редкостью и технологическим превосходством, а способностью к повторению, к восстановлению и созданию связей. Человечество стало мерой нового времени, мерой того, насколько жизнь способна начинаться снова, даже когда все вокруг готовы остановиться. Эта раса не знает, когда остановиться. Их сила Велди в бесконечном продолжении. Верилан теперь полностью погрузилась в осознание масштабов влияния человечества. Их существование не подчинялось традиционным законам галактики. Там, где другие виды строили устойчивость через контроль, редкость и долгую жизнь, люди использовали повторение и связь. Их сила была скрыта в циклах, в способности восстанавливаться, а не в оружии или ресурсах. Она наблюдала, как человеческие семьи становятся центром колоний и станций. Даже если они численно уступали другим расам, именно присутствие людей укрепляло социальную ткань. Их влияние распространялось через поколения, через межвидовые союзы, через способность быть частью экосистемы, не нарушая других. Верилан анализировала кризисы в человеческой истории: войны, катастрофы, болезни, голод. Там, где другие виды останавливались, люди находили способ продолжать. Их эмоциональная связь и стремление к физической близости усиливались под давлением. Уязвимость становилась механизмом роста. Потеря не разрушала их, а мобилизовывала. Для ее народа это было немыслимо. Миллионы лет бессмертия и контроля не подготовили их к существу, которое делало слабости силой. Человеческая психология бросала вызов законам биологии, на которых строилась галактическая цивилизация. Эмоции и повторяемость, считавшиеся слабостью, оказались фундаментом выживания. Она углублялась в социальные модели – общины, семьи, союзы и коллективные действия. Все строилось вокруг повторения и взаимодействия. Даже в условиях хаоса и катастроф люди сохраняли структуры, которые усиливали их выживаемость. Каждый кризис не разрушал их, а формировал новые связи и укреплял существующие. Совет галактической цивилизации наблюдал эти процессы с тревогой. Появились модели будущего, прогнозы на тысячи лет вперед. Все сценарии показывали одно: попытки изолировать или ограничить людей только ускоряют их рост и адаптацию.
Люди не исчезают от запретов. Они становятся устойчивее и сильнее, используя давление и хаос как топливо. Верилан впервые за миллионы лет начала сомневаться в стабильности собственного народа. Долгая жизнь и контроль над импульсами давали ощущение безопасности. Но перед лицом человечества она увидела совершенно другой принцип выживания – принцип повторения и связи. Это было нерационально с точки зрения традиционной биологии, но эффективно. Она сравнивала людей с другими видами на аналогичных уровнях развития. Почти все вымерли или застопорились, когда достигли предела. Люди же, сталкиваясь с границей, ломали ее. Их способность возрождаться снова и снова, независимо от потери и катастроф, противоречила галактическим моделям. Верилан ощущала странное давление в собственной физиологии. Ее тело реагировало на данные человечества так, как это считалось невозможным для ее вида. Импульсы, эмоции, физическая реакция – все это вторгалось в ее сознание, меняя восприятие. Она понимала, чтобы изучить их природу, нужно было не просто наблюдать, а переживать ее на себе. Она исследовала архетипы человеческих сообществ, семьи, общины, культуры, обычаи. Все строилось на повторяемости и взаимодействии. Даже в хаосе они создавали устойчивые структуры. Каждый кризис укреплял их связи и сплоченность. Их повторяемость была не дефектом, а основой адаптации. Совет пытался предсказать последствия. Появлялись предложения ограничить контакты, снизить обмен информацией, изолировать их. Но все заканчивалось одинаково, люди адаптировались, усиливались и создавали новые связи. Давление не ломало их, оно ускоряло их рост. Принцесса осознавала, ее народ, привыкший к контролю и стабильности, был уязвим перед этим новым типом силы. Люди не искали доминирования, не стремились к власти. Их присутствие меняло пространство вокруг них естественно, через взаимодействие и повторение. Верилан анализировала механизмы психологической устойчивости, эмоциональная привязанность, стремление к физической близости, способность восстанавливаться после катастроф – все это составляло непрерывный цикл выживания. Галактическая наука считала такие механизмы абсурдными. Но для людей это было естественно. Она изучала их историю и циклы возрождения, разрушенные города восстанавливались теми же, кто их потерял, погибшие поколения заменялись новыми, кризисы ускоряли социальную интеграцию. Каждый повтор был шагом к укреплению общества. Их способность к восстановлению не зависела от ресурсов или стабильности, она была встроена в саму природу существования. Верилан начала видеть общую закономерность: чем больше стресс или опасность, тем сильнее становились связи. Потери не разобщали, а объединяли. Любовь, страх, привязанность и желание – все это усиливало человеческое общество. И самое поразительное – это происходило без централизованного управления. Она поняла, что страх ее народа перед людьми объясним. Виды, привыкшие к контролю и редкости, не могли понять существа, которые адаптируются через повторение и связь. Давление, которое должно было сломать людей, лишь усиливало их. Верилан чувствовала, как меняется ее восприятие. Человечество стало зеркалом, отражающим пробелы ее собственной цивилизации. Их принцип выживания бросал вызов всей галактической модели. Эмоции, повторяемость, уязвимость – все это было механизмом, который создавал новую форму силы. Она провела внутреннюю трансформацию. Впервые за миллионы лет она позволила себе воспринимать людей не через анализ, а через ощущения. Их повторение, способность восстанавливаться и сохранять связи – это было нечто фундаментальное, и именно это делало их несовместимыми со старой логикой власти. Принцесса поняла, что будущее галактики будет определяться не контролем, редкостью и мощью, а способностью к повторению и взаимодействию. Люди стали мерой нового времени, мерой того, сколько раз жизнь может начинаться заново, даже когда все вокруг готово остановиться. Они не захватывают, они присутствуют, и это делает их силой, которой нельзя противостоять. Финальное заседание Совета Галактики началось в том же зале из живого кристалла, где Верилан впервые почувствовала истинную природу человечества.
На этот раз атмосфера была напряженной. Старейшие представители рас обсуждали прогнозы и модели будущего. Но все цифры, графики и симуляции уже не могли скрыть очевидного: люди действовали вне привычных рамок. Верилан поднялась на центральное место. Она больше не была просто наблюдателем. Она знала, ее выводы могут изменить галактическую политику и структуру власти. Ее взгляд скользил по залу. Некоторые представители скрывали тревогу под маской равнодушия, другие едва сдерживали страх. Но все ощущали одно: перед ними стояла новая форма силы, которой нельзя управлять традиционными методами. Она начала говорить. Нет сложных терминов, нет ссылок на архивы. Простые слова, ясные и точные, которые передавали суть: людей невозможно победить ограничениями. Их нельзя сдержать страхом. Их нельзя изолировать без усиления, потому что они выживают не через контроль, а через повторение. Эта способность – их фундаментальное состояние. Люди продолжают всегда. Не потому, что сильнее, а потому, что не знают, как не продолжать. Зал погрузился в тишину. Ни страх, ни удивление, просто признание. Многие начали понимать, что все, что они считали стабильным и надежным, со временем уступит место новой форме устойчивости, основанной на повторении, связи и способности адаптироваться к хаосу. Верилан наблюдала за реакцией Совета. Некоторые пытались возразить, приводя исторические примеры других видов, но ее взгляд удерживал зал в молчании. Невозможно было отрицать очевидное: люди создавали структуру, которая обходила старые законы выживания. Их присутствие укрепляло экосистемы, делало общество плотнее, снижало хрупкость будущего. Она обратилась к самой сути наблюдений. Мы пытались измерить людей как другие виды, задавая границы и правила. Но спрашивать, как часто они могут продолжать, все равно, что спрашивать, как часто течет река. Их способность к воспроизводству и взаимодействию не имеет фиксированного предела. Она встроена в хаос, питается потерями, превращает нестабильность в рост. Эти слова прозвучали как вызов для всех старейшин. Галактика привыкла к предсказуемым законам: редкость, контроль, порядок. Люди нарушали все эти правила. Они жили, как будто смерть и катастрофы не имели окончательного значения. Они использовали кризисы как топливо, превращали слабости в силы, хаос в порядок, уязвимость в двигатель выживания. Верилан вспомнила архивы, разрушенные города, восстановленные руками тех же, кто их потерял, поколения, рожденные в руинах, семьи, сохранявшиеся даже после потерь. Все это было циклом повторения, встроенным в саму природу человечества. Их сила была не в оружии или ресурсах, а в способности восстанавливаться и объединяться. Совет пытался понять, как реагировать. Некоторые предлагали ограничить контакты, снизить обмен ресурсами, даже мягко вытеснять людей. Но модели показали, любое вмешательство усиливает их. Люди не исчезают от давления. Они становятся сильнее. Присутствие становится ключевым фактором устойчивости. Принцесса осознала личное измерение этого феномена. Их природа отражала слабости и возможности ее собственной расы. Она поняла, бессмертие и контроль не гарантируют устойчивость. А повторяемость, эмоциональная связь, способность восстанавливаться – это новые законы выживания. Верилан провела параллели между биологией своего народа и людьми. Там, где ее народ избегал уязвимости и подавлял импульсы, люди использовали их для роста. Там, где контроль считался важнее всего, люди создавали новые связи и укрепляли существующие. Там, где стабильность была условием выживания, люди встроили выживание в хаос. Она завершила свое выступление словами: «Галактика стоит перед выбором – признать новую форму силы или бороться с ней, не понимая, что сопротивление лишь ускорит неизбежное». Люди не нуждаются в доминировании. Их присутствия достаточно. И со временем оно станет незаменимым. Они создают устойчивость там, где мы привыкли видеть слабость. С этого момента галактика вступила в эпоху, где выживание больше не определялось редкостью, контролем или дистанцией. Оно определялось связью,
повторением и способностью адаптироваться. Люди больше не были молодым видом на периферии. Они стали мерой времени, мерой того, сколько раз жизнь способна начаться заново, даже когда все вокруг готовы остановиться. Верилан осталась одна в зале после заседания. Ее дыхание было ровным, но внутри нее нарастало ощущение надвигающихся изменений. Человечество больше не было объектом исследования. Оно стало фактором, способным изменить саму логику существования галактики. Каждый новый цикл, каждая новая потеря, каждая новая победа – все это создавало ткань реальности, которую нельзя было предсказать или контролировать. Она взглянула на архивы в последний раз. Теперь данные человечества выглядели иначе. Ни цифры, ни параметры, а поток событий, циклов, связей. Люди не ограничивались рамками, не подчинялись законам. Они были процессом, непрерывным, самоподдерживающимся. И это было самым страшным и самым удивительным открытием для Верилан. Принцесса поняла главное – человечество никогда не останавливается. Оно продолжает всегда. Не из-за силы, не из-за умения или технологий. Оно продолжает, потому что не знает, как не продолжать. Каждый конец для них – это начало нового. Каждый кризис – это возможность для роста. Каждый страх – катализатор для соединения. С этого момента галактика изменилась навсегда. Новые правила выживания формировались вокруг повторяемости, связи и готовности к восстановлению. Старые законы контроля, редкости и стабильности больше не работали. Люди стали мерой новой реальности, новой логики, нового времени. И Верилан знала, история не закончилась. Она просто начала течь иначе.